Привет! Тема «Британская философия». Это первая часть, всего их будет 4. Британская философия относится к философской традиции британского народа. Исконные черты британской философии таковы: здравый смысл, нелюбовь к усложнениям, сильное предпочтение конкретного абстрактному и определенная честность метода, в который время от времени вкладываются поэтические жемчужины. Ансельм Кентерберийский был выдающимся философом и теологом католической церкви, занимавшим должность архиепископа Кентерберийского с 1093 по 1109 год. Ансельм известен как создатель онтологического аргумента в пользу существования Бога и теории удовлетворения искуплением или теории сатисфакции. Работы Ансельма считаются как философскими, так и теологическими, поскольку они стремятся представить христианские догматы веры, традиционно принимаемые за богооткровенную истину в виде рациональной системы. Аргументацию Ансельма можно резюмировать следующим образом. Это концептуальная истина, или, так сказать, истина по определению, что Бог – это существо совершенное, которого невозможно себе представить. Бог существует как идея в уме. Существо, которое существует как идея в уме и в реальности больше, чем существо, которое существует только как идея в уме. Мы не можем вообразить нечто большее, чем Бог, ибо противоречиво предполагать, что мы можем вообразить существо, превосходящее самое величайшее из возможных существ, которое только можно вообразить. Бог существует. Также Ансельм приводит еще один аргумент в том же духе. Бог – это существо великое. Если Бог существует в уме как идея, то Бог обязательно существует в реальности. Итак, Бог существует в уме как идея, следовательно, Бог обязательно существует в реальности. Теория выражается следующим образом. После распятия Иисуса Христа человек освобождается от вечных наказаний. Но на человеке остается еще долг, для полного погашения которого он должен принести Богу свой собственный выкуп, вытерпеть известную меру временных наказаний. Этот выкуп обязательно должен быть пропорционален с мерой грехов и называется сатисфакцией или удовлетворением. С этой точки зрения объясняется прежде всего факт земных скорбей. Ансельм предположил, что мы в долгу перед Богом. Человек и ангел должны отдать Богу долг, и никто из тех, кто платит этот долг, не совершает греха, но каждый, кто не платит его, грешит. Это справедливость или прямолинейность воли, которая делает существо справедливым или непорочным сердцем. В целом, долг создает дисбаланс в моральной вселенной. Согласно Ансельму, Бог не может просто игнорировать это. Уильям из Шервуда был средневековым английским философом-схоластом, логиком и учителем. О его жизни мало что известно, но считается, что он учился в Париже и был магистром в Оксфорде в 1252 году. Он был автором 2 книг, которые оказали важное влияние на развитие схоластической логики. «Введение в логику» и «Синкотигорематика». Это первые известные работы, систематически рассматривающие то, что сейчас называется теорией предположений, и оказавший влияние на развитие логики в целом. По словам Роджера Бэкона, Уильям из Шервуда был одним из наиболее известных мудрецов христианского мира. Роджер Бэкон был английским философом и монахом-францисканцем, который уделял значительное внимание эмпирическим методом. Иногда его считают одним из первых европейских сторонников современного научного метода, вдохновленного работами Платона и Аристотеля через ранних исламских ученых, таких как Авиценна и Авероэс. Бэкон считал, что только математика как наука наиболее достоверна и
Несомненно, с ее помощью можно проверять данные всех остальных наук. Кроме того, он утверждал, что математика самая легкая из наук и доступна каждому. Бэкон выделял два типа опыта. Первый – реальный жизненный опыт, который можно приобрести только в процессе жизни. И второй опыт – доказательства, полученные через внешние чувства. Он касается только материальных предметов, но существует еще духовный опыт, утверждал Бэкон, который возможно познать только избранным людям через мистическое состояние, через внутреннее озарение. Данная идея предвосхитила собой появление идеи об эвристическом озарении и роли интуиции в науке. Роджер Бэкон активно занимался алхимией, астрологией и оптикой. Пытался внести в алхимию элементы науки. Подразделял алхимию на умозрительную, теоретическую, которая исследует составы происхождения металлов и минералов, и практическую, занимающуюся вопросами добывания и очистки металлов, приготовления красок и тому подобное. Считал, что алхимия может принести большую пользу медицине, предвосхитив в некоторой степени идеи Парацельса. Джон Дун Скотт был выдающимся философом и теологом высокого средневековья. Он хорошо известен своей концепцией однозначность бытия, формальным различием и идеей случайности. Однозначность бытия гласит, что существование – это самое абстрактное понятие, которое у нас есть, и оно применимо ко всему, что существует. Формальное различие – это способ развлечения различных аспектов одной и той же вещи, таким образом, что различие является промежуточным между тем, что является просто концептуальным, и тем, что полностью реально или не зависит от разума. Идея случайности – это идея данности, концепция, которая обозначает дискретные качества, свойства или характеристики вещи, которые делают ее конкретной вещью. Уильям Оккам был английским монахом и философом-схоластом. Пожалуй, больше всего он известен своим принципом бережливости, известным как бритва Оккама. Утверждается, что этот фактический термин не встречается в его трудах, а скорее обобщает принцип, который он выразил, например, следующим образом. Множественность никогда не должна устанавливаться без необходимости. Бесполезно делать с большим количеством вещей то, что можно сделать с меньшим количеством. Обычно это относится к развлечению двух гипотез либо путем отбрасывания ненужных предположений, либо путем разделения двух сходных выводов.